Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. У меня лично отгремели ранговые бои. И от этих боев отгремело там много чего отгремело. В общем, как бы плохо все с этими боями. Но я их прошел один, без отряда. И в какой-то момент даже на Кронштадте их проходил. Так что, как говорится, имею право. А раз имею право, то я решил высказать лично свою позицию по поводу этих самых ранговых боев. Итак, все, что сейчас я скажу, это лично мое мнение. Это не есть истина в последней инстанции. Я выскажу свое видение, а вы уже потом комментируйте как угодно в комментариях, но желательно без нецензурщины и тому подобного. Погнали. Итак, начнем с основ, то есть как я вообще вижу режимы в подобных играх. В подобных играх режимы делятся на рандом, так называемый, да, то есть случайные бои они здесь называются, но везде их называют рандом. А по сути это дно. Дно в хорошем смысле слова. Там играют все, во-первых, в плане игроков. Это от тех, кто непонятно как запустил игру и при этом умудрился не покалечиться, до киберспортсменов. Все подряд. Играют на всем. Любые корабли, любое там вооружение, оборудование, отряды там любого состава, что угодно, как угодно, все играют. И всех это устраивает. По той простой причине, что рандом — это как бы тренировочная площадка базовая. Там вы учитесь играть, там вы отрабатываете какие-то свои навыки, какие-то тактики, проверяйте сборки, проверяйте корабли. То есть вы постоянно тренируетесь. Этот режим, он у вас как режим вечной и постоянной тренировки. Поэтому к нему никаких вопросов вообще не возникает. То есть это дно, но дно в хорошем смысле слова. Такой режим нужен везде, и он есть, и слава тебе, Господи, пусть будет. Далее идут такие, как общие соревновательные режимы. В нашем случае в игре Modern Warships это как раз-таки ранги. Это когда у тебя есть соревновательный момент. В данном случае это лестница рангов, по которой тебе нужно подняться до самого верха, а может быть даже и попытаться запрыгнуть там в какие-то чемпионы, там в топ-10, в топ-100 там, и так далее, и так далее. То есть у тебя есть соревновательный момент. Но при этом тебе не нужно собирать команду, тебе не нужно нигде регистрироваться и так далее. Допускаются все, кто угодно может играть вот в этот режим. То есть это общий, с одной стороны, с другой стороны, соревновательный режим. Дальше идут там турниры всякие, да, там, ну, где-то идут кланвары, еще что-то такое, да. То есть уже соревнования направленного типа. То есть уже должны быть команды, могут быть кланы там, или еще как-то они называются в разных играх. Например, в World of Tanks это были ротные бои, еще какие-то там. Вот. А дальше уже идет киберспорт. Да, так я примерно раскладываю перед собой все режимы. Вот. И исходя из этого, я могу сделать вывод, что ранговые бои в этой игре ранговыми боями не являются. Это просто рандом, к которому прилепили эту ранговую лестницу сбоку. То есть, как бы, зачем это сделано, я не знаю, но смысл в том, что играется точно так же, как в рандоме, там какие-то ограничения идут по принципу самые новые корабли, там что-то самые новые какие-то вооружения, их не пускают, а потом все равно пускают. Выкидывают следующие, а эти пускают туда, то есть играйте дальше. И получается, что где он соревновательный-то? Что в нем соревновательного? Только вот эта лестница, что ли, по которой надо туда-сюда лазить? Там, залез на 3 ступеньки, потом запнулся и полетел вниз там, до самого подвала и опять полез наверх. Пока все коленки разбиты не будут. Так вот, чтобы это было именно соревновательный режим, я лично предлагаю следующее. Ну, во-первых, конечно, баланс. Да, то есть не больше одного авика. Причем к авикам приравнять
Ну, в принципе, как приравнять? Я думаю, лучше исключить вот эти вот кракозябры. Ну, кракозябры — это дроновозки, если кто не знает. Я дроновозов называю кракозябрами. Вот этот 07X, потом все эти там, как их, конвертоплан этот с самолетами, Авенджер это, то есть все корабли, которые могут таскать самолеты, но не являются авиками, их вообще исключить. Соответственно, один авик на команду, один линкор на команду. То есть в таком формате баланс должен работать. Дальше. Корабли. Из рангов должны быть исключены все, абсолютно все авианосцы и линкоры с рынка. Оставлены должны быть только те линкоры и авианосцы, которые продаются либо за доллары, либо за золото. По той простой причине, что, во-первых, за золото их всего 3 линкора, да, и выбор там есть какой. Вы хотите бабахать, да, потому что все хотят бабахать и берут именно линкоры для того, чтобы бабахать. Бабахнул, пол-лица оторвал. Берите Ямато. Он может бабахнуть. Он реально может пол-лица оторвать, почему нет? Но при этом он сам очень уязвим. То есть он находится, в принципе-то, в балансе. А если вы берете Ришелье, так вы и подлодку потопите, и бабахнуть можете, и от авиации вроде как отбиваетесь. А зачем тогда другие корабли, возникает вопрос? Нафиг они нужны? Тем более, что Ришелье, он только у конкретной группы лиц может быть. Он не у всех может быть. А в чем тогда соревновательный момент? Поэтому я считаю, что вот хочешь ты бабахать, бери Ямато. Хочешь универсальный кораблик, пожалуйста, Массачусетс апнули. Он вполне себе живой вроде как играется. По крайней мере, вот как я смотрел в боях, он вполне себе играет. Достаточно живой кораблик. Ну, а если ты приколист, ну, бери эту Миссури, что нет. Пожалуйста, он на месте зато поворачиваться может. Не знаю, как это поможет, но он вот умеет, так что можете его взять. Далее. По остальным кораблям, как бы, в принципе, пускай будут какие есть. Потому что там все эти крейсера, там и так далее, они плюс-минус балансно. Балансно там. Какой-нибудь Лиран там или еще кто-то, его можно потопить. Графа Шпе можно потопить. Басистый, допустим, в ближнем бою на картечницах может потопить и одного, и другого. В принципе, может. А если там вдвоем на него выйти, то тем более его можно потопить. Он как бы, ну... Это хорошие корабли, что граф этот самый Шпе, что Лиран, но они не могут оторвать сразу там тебе лицо нафиг. Да, то есть на них надо уметь играть. Поэтому все остальное, кроме линкоров и авианосцев, на сегодняшний момент я бы оставил. Пусть оно будет. Даже подлодки пускай будут. Черт с ними. Далее. Переходим к оборудованию. В плане оборудования я бы исключил Шоган пушку, исключил бы ТРГ гранатомет, и исключил бы все абсолютно самолеты с рынка. То есть самолеты только долларовые и только голдовые. Во-первых, кораблики, да, уже авианосцы идут с магазина, да, то есть долларовые и голдовые. Там, кстати, есть что выбрать. Есть такие, которые сами могут пострелять и самолетики запустить. А есть такие, которые только самолетики. То есть, пожалуйста, выбор есть. И выбор самолетов там тоже есть. Имеются там куча самолетов, пожалуйста, выбирайте и играйте. Так, я потерял мысль. Нашел. Так вот, голдовые самолеты все эти, там вот эти страйк-свечи и так далее, опять же, они только у определенной группы людей есть, во-первых, а во-вторых, они очень сильно выбиваются по своим показателям. То есть прилетают эти страйк-свечи, сносят тебе пол корабля, а ты ничего сделать не можешь. Ну, извините. Или какой-нибудь Деголь, у которого и одни, и вторые. Что делать против него? Не подскажете? Все зенитные ракеты, там те же HQ-шки, они отводятся. И что мне делать? Что я с этим делать должен? Они непонятно. То есть, чтобы, если, допустим, есть там Шар де Голь с страйк-свечами, так и в другой команде должен быть тоже такой же Шар де Голь с такими же страйк-свечами. Но это вряд ли так будет баланситься. Поэтому проще исключить все эти самолеты, и пускай играют вот на самолетах за доллары или за золото.
Ну и что у нас... А, нет, давайте еще. Почему исключить Шогана и почему исключить ТРГ? Да, этот момент я что-то пропустил, проспал, видимо. Эти образцы, они среди своего оружия тоже очень сильно выбиваются по показателям, да, то есть они мощнее намного мощнее других там стволов. При этом огромное количество есть и пушек, и гранатометов, там, и РБУ-2500, и этот самый там Асрок, и чего только там нет, пожалуйста. И Пинак вон вообще бесплатно за те же ранги. Полно. И пушки там тоже на рынке, и всякие там из-за БП, и каких только нет. Пожалуйста, полно их. Поэтому эти вот выбивающиеся, я бы просто их, ну, как бы срезал, как такой, знаете, ну, именно как выбивающиеся по показателям. Просто, ну, не надо их нафиг. Да, к тому же очень часто стали применять тактики, когда ставят на зумвальтов, на, как их, на басистых вот эти шоганы. И вот он просто стоит за горочкой, выкатился, пульнул, закатился, выкатился, пульнул, закатился, выкатился, пульнул, закатился. А как до него доходить-то? Вот ты пока до него дойдешь, он 2-3 раза выкатится, он тебе уже почти весь корабль расковырял. А тебе ему ответить нечем, тебе тоже бежать тоже покупать его, что ли, этот Шоган? А с другой пушкой он так уже не сделает. Уж извиняйте. С другой пушкой так не сделаешь, так не получится. Поэтому, ну, в плане баланса я бы убрал и эти два экземпляра. То есть ТРГ, Шоганы и самолеты. Рыночные самолеты, все. По оборудованию, в принципе, понятно, закончили. Дальше отряды. Итак, во-первых, в отряде должно быть не больше 2 человек. В рангах. Так-то пускай хоть там 5 человек в отряд ставят, мне пофигу. Но в рангах не больше 2, потому что отряд не должен влиять на бой так сильно. Понимаете, отрядом можно пройти ранги за пару часов, наверное. Проходит, тем более, что сейчас отряды еще набираются, там по 2 Монтаны и Шар-де-Голь с ними. Ну, 2 часа, ну и все. Во-первых, этим людям никакого интереса нет эти ранги проходить, что это фигня какая-то. Раз-два проскочили и все. А во-вторых, другие из-за них, из-за этих вот отрядов, сидят в этих рангах черт знает сколько. Я думаю, вот все, кто сейчас смотрит это видео, кто играл в рангах, все видели бои. Вот вы заходите в бой, вы нажимаете Tab, смотрите состав команд, и вы понимаете в этот момент, что вы проиграли этот бой. И вы задаетесь вопросом, а на кой черт я вообще в этот бой зашел? Зачем я сюда пришел? В качестве бота, в качестве мишеньки для них? Ну это же бредятина. Конечно, бредятина. Поэтому 2 человека в отряде, не больше. Это первое. И второе, авик не может быть в отряде. Он всегда должен быть один, сам по себе. Чтобы он не светил для конкретного там игрока, не добирал там за ним, чтобы он сам следил за картой и сам, как говорится, работал в одиночку. Потому как авик, он как бы видит всю карту, он может светить всю карту. У него возможностей много, кроме как урон наносить. Да, он и шотного может добрать. Он и, опять же, может дать просветы на каких-нибудь инвизеров, да, которые любят, там сейчас появилось очень много. Которые улезают куда-то там далеко-далеко, улезают и начинают из инвиза там те торпедки, ракетки кидать, а ты только смотришь, как они из воды вылетают, и тебе плохо. Потому что, например, вражеский авик тебя светит, а вот твой авик, он там своему отряду помогает, ему неинтересно. Вот, поэтому авик в отряде быть не должен. И в отряде не больше 2 человек. 3 человека — это уже большая часть команды. Ну, зачем это в рамках? Вот, в принципе, все изменения, которые я бы хотел увидеть в рангах. И к чему они все, к чему вообще вот эти все изменения нужны? Я хочу, чтобы все игроки в рангах были уравнены в своих возможностях. Именно потому, что это соревновательный режим. Если мы соревнуемся, то мы должны быть в равных условиях. Понимаете? Отряд из 2 Монтан и Шарля де Голля, он явно не в равных условиях с большинством игроков, которые там играют сейчас. Отряд из 3 человек на любых кораблях явно не в равных условиях. Понимаете? Какой-нибудь Аегис, против которого ставится Массачусетс, он явно не в равных условиях с другими.
Поэтому я хочу, чтобы все игроки находились на одной планке. И только тогда ранги внезапно станут рангами. То есть общим соревновательным режимом, в котором мы все в равных условиях вот идем к какой-то цели, да, проходим эту лестницу. Ну, а кто-то идет дальше, там, в топ-100 хочет попасть, там, в топ-10. И, кстати, ценность вот этого топ-100 и топ-10 вырастет в таком случае. Потому что если сейчас вы, даже если отряд будет из 2 человек, допустим, ну, возьмете 2 Егиса, чё? И все равно вам проще залезть в этот топ-10 будет, разве нет? А если у вас будет выбор только Ямато, Массачусетс там и это самое Миссури, ну, извините, на них добраться до топ-10 будет сложнее. Наверняка посложнее. Да и, скорее всего, будут играть не на линкорах в таком случае. Скорее всего, будут играть на других кораблях. Но, возможно, опять же, будут интересные отряды какие-то. Допустим, Ямато и какой-нибудь корабль прикрытия противолодочный с ним, грубо говоря, в противолодочной сборке. Что-то такое будут собирать. Пожалуйста, простор для мышления, простор для фантазии. Вот как-то так. Ну что, по-моему, объяснил все, что хотел. Еще раз повторюсь, это мое мнение, это не истина в последней инстанции. Что сами думаете, вот, пишите в комментариях. Но я лично считаю так, что если это соревновательный режим, то все должны быть в равных условиях. А чтобы все были в равных условиях, я считаю, что необходимо ввести вот те изменения, которые я назвал. Если есть что-то дополнить, есть что-то возразить, пожалуйста, комментарии открыты. У меня, в принципе, на сегодня все. Досматривайте бой. Приходите, как говорится, еще. Не забываем прописаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.